Доброе утро! А рассвет видно прямо из окон нашего номера. В этом ресторанчике вчера было очень много людей. До самого вечера там был такой движ конкретно. Я вот думаю, может сходить туда тоже на ужин. Как говорят, где много людей, там, значит, должно быть вкусно. Может, сходим и мы попробуем сегодня вечером. Это наша первая ночь в этом отеле на Крите. И оторваться от этой картинки невозможно. Причем смотрите, как интересно. Здесь у нас бухточка и гладь, практически гладь мелкая, там рябь. А вот там вроде сразу резко глубина, видимо, наверное. Что тут вот видите, спокойная водичка. А там вон барашки. Прям видно, что волны. Так, ладно, мы же не в номере приехали сидеть. На завтрак и на пляж. Завтрак про камеру вспомнила только, когда уже добралась до кофе и арбуза. Я спряталась от солнышка, поэтому от моря. И вид отсюда не менее прекрасен. Сижу и кайфую. Завтрак абсолютно не поменялся, точно такой же, как был вчера, поэтому видео про первый день есть завтрак, можно посмотреть. Сегодня воскресенье. У большинства греков, наверное, выходной. По крайней мере, из магазинчиков работают только магазинчики, лавочки с надувными кругами, пляжными сумками, такие вот туристические магнитики, сувенирчики, вот такие магазинчики. Продовольственные супермаркеты не работают. Мы приехали вчера утром, и поэтому забег по магазинам у нас был вчера. Мы на завтраках, поэтому нам нужна элементарно вода, ну и так перекусить на протяжении дня. Ужинать мы планируем сегодня в ресторанчике. Ну и пойду-ка я узнаю, что у нас с лежаками, что почем. Итак, 2 лежака и зонтик 10 евро. 1 лежак и зонтик 6 евро. И вам еще принесут тарелочку с фруктами. Прозрачнейшее море, мелкая галечка. А что это там на горизонте? Вау! Главное шоу и анимация сегодняшнего дня. Круизный кораблик Mano Cruise. Название самого кораблика отсюда не видно, но у нас в планах есть прогуляться туда, в порт. И я думаю, там мы рассмотрим, как называется кораблик, как он выглядит вблизи. Вот такой красавчик. Небольшой круизничек, но тем не менее красивый кораблик, хорошо идет. Круизники подходят к берегу очень медленно, чтобы пассажиры насладились видами города, прочувствовали весь кайф, когда заходишь в порт нового города. Поэтому я немножечко ускорю этот процесс и вернусь-ка на лежачок. 11:30, всего лишь второй день, и обгореть можно запросто. Без комментариев. А не пора ли нам уже и подкрепиться? 5-й час. Наш отель находится на Китроплатье Паралия, пляж, бич. И здесь действительно очень большой выбор ресторанчиков, снэк-баров, кафешек. Но мы все-таки решили посмотреть, что ж такого интересного подают в этом ресторанчике, который прямо возле нас. Почему там вчера было так много народу, чем же там таким вкусным кормят? Арховико называется этот ресторанчик, переводится как особняк. Попробуем. Наш заказ: филе дорады и овощи на гриле. По одной порции на двоих. Мы все еще верим в большие греческие порции. И вот так выглядит моя половинка одного блюда, одной порции. Ну что, к нашему удивлению, правило не сработало. Непонятно, почему вчера было так много людей. Не скажу, чтобы было очень вкусно. И в этой таверне с нами случился наш первый разводняк. Сейчас мы идем в порт, вот туда, где вот рок изобилия. И по дороге я вам расскажу, в чем суть. Хотя не хочется портить такую прекрасную панораму такой ерундой. В общем, нас решили обсчитать. Был заказан бокал вина. 4 евро он стоил. Ветерочек после обеда поднялся такой нехилый, но теплый. И вино нам не принесли. Ждали мы это вино, но в счет его включили. Счет нам принесли, он был написан от руки по-гречески, но, видимо, решили прокатит. И, конечно же, к счету мы отнеслись очень внимательно. Может, мы не понимаем по-гречески, но посчитайте 1, 2, 3, 4 из заказанного мы еще способны. Поэтому, конечно, не прокатило, и осадочек остался. Ну, а мы все ближе к порту и кораблику. И вот здесь, возле памятника или статуи, как правильно,
похищаемой, похищенной Европы. Есть еще один пляжик, малюсенький, небольшой такой пляжик, вот, ступенчики вниз, и ресторанчик. И рекомендуется этот ресторан гуглом для посещения. Почему гудим? Отплываем? Может, еще не отплывает? А вот смотрите, сейчас вот тут вот сюда вот ступенечки вниз, и там пляжик. Ну и, видимо, люди, кто живут вот в этих отелях, апартаментах, ходят сюда, купаются, конечно. Не каждый раз ты пойдешь так далеко на пляж. Вот. Ну, видимо, не смущает их и близость к порту. Ну, порт здесь очень небольшой, маленький. Тут буквально один корабль, круизничек небольшой может встать, причалить, как правильно. Вот, поэтому, ну, насколько здесь грязно, ну. Какой красавчик, тут его уже хорошо видно. Вот этот памятник, он ориентир тем, кто ищет порт и пляжик. Но для тех, кто на круизнике сюда пришел, сюда вот на этот пляжик, вот он, корабль, вот уже пляж рядышком, очень удобно. А к памятнику можно дойти только вот со стоянки. А наша цель, мы идем искать кораблики прогулочные, Nostos Cruise, которые ходят на острова. Хотим купить морскую прогулку с купанием на пляже Колокита. Еще про разводы в кафе. Вам подают комплимент, тортик или намазки, но его включают зачастую в счет. Бывает, что действительно это бесплатный комплимент, но чаще пару евро вы за него заплатите. Нашли, но возле них никого не оказалось. Идем сюда еще завтра, а пока посмотрим, вот такое масло мы ищем. Не знаю, хорошее, нет. Но все, мы уже вернулись к себе на пляж, к отелю, потому что нас ждет еще одно великолепное шоу, которое организовала нам сама природа, лунная дорожка. Завтра полнолуние, но сегодня уже тоже красиво. О нет, у нас еще одно шоу великолепное. Кораблик дарит нам еще свое отплытие. Ну и, конечно, попадая в такую красоту, люди расслабляются, теряют бдительность. И их очень легко развести не только на 4 евро. Я думаю, и на более серьезные суммы и вещи. Поэтому отдыхайте, наслаждайтесь, не теряйте бдительность. И пусть ваш отпуск будет самым лучшим.